Примерно в 1997 или в конце 1996 года я нашла учение Summit Lighthouse, американской организации. И до этого я никогда не слышала ничего ни про падение ангелов, ни про Люцифера. И тогда, когда я попала к ним на семинар и услышала это учение, я была окрылена, потому что мне казалось, что я нашла ответ на тот вопрос, который меня беспокоил. Почему все вокруг не так хорошо, как должно быть? И я поняла, что есть некто, кто несет всю полноту ответственности за все это безобразие, которое вокруг меня творится. И я подумала, что было бы очень хорошо людям дать это учение, как можно шире рассказать о этом учении. И люди просто об этом не знают, поэтому все так плохо вокруг. И я даже пыталась тогда написать несколько главок из книги, и они вошли в книгу «Добро и зло». Это первая глава «Мятеж Люцифера и падение человечества». Примерно в 2002 году, это было очень трудное время для меня, также осенью, я проходила очень серьезные испытания, тесты. И в это время я медитировала, и во время медитации мне стали приходить мысли. Не все так, как ты понимаешь в учении о Люцифере. Люцифер не такой плохой. И посмотрите, как интересно. В 1998 году я узнала это учение, а в 2002 году проходит всего 4 года, и я уже не воспринимаю другую точку зрения, которая приходит изнутри меня. То есть это знание, которое приходит изнутри меня. И мне говорят: ты не все правильно понимаешь. И я отвергаю это. Я говорю: нет, я не хочу этого слышать. И меня оставляют в покое. Примерно на 1 год. В 2003 году, также в это время, все повторяется. Во время медитации, это были удивительные медитации, и приходили такие великие сущности, приходил Господь Сурья, и Господь Санат-Кумара, и Господь Альфа, и это были совершенно уникальные медитации. Когда я испытывал такие состояния, я сейчас таких состояний не испытываю. То есть владыки начали очень плотно со мной работать. И вновь стали приходить мысли о Люцифере. Ты не все так понимаешь о Люцифере, как оно есть. И одна была медитация, когда пришел Господь Альфа, и он сказал фразу, которая сразила меня наповал. Он сказал так: по сути, ты являешься Люцифером в воплощении. Но я про себя знаю, что я не плохая. Я хорошая. Вот. Но почему я являюсь Люцифером? Он же плохой. Эта задача, она просто заставила меня очень серьезно задумываться на эту тему. Она просто начала разворачивать мое сознание. Одна эта фраза, которую произнес Господь Альфа: по сути, ты являешься Люцифером воплощением. И проходит еще примерно год, когда я еду на Алтай, примерно на неделю я еду на Алтай,
как это был отпуск, мой отпуск. Я работала главным бухгалтером. Это, когда я стала собираться, я спросила владык, какую книжку, что-то мне, может быть, почитать, взять с собой. И мне сказали, нужно взять и почитать с собой второй том «Тайной доктрины Блаватской». И тогда, когда я приехала, я стала уходить от того места, где, вот примерно здесь я сидела. То есть я уходила примерно больше, чем километр от людей и садилась на берегу реки, эта речка называется Катунь. И я там сидела и читала второй том «Тайной доктрины Блаватской». Но надо сказать, что до этого я читала уже первый том. Это был примерно 91 или 92 год, и я весь этот первый том осилила. Но я ничего не поняла. Абсолютно ничего не поняла. Потом я подумала, второй том, наверное, не лучше. Но поскольку владыки сказали, надо его читать, я стала его читать. И я уходила там, где нет никого. Это, оказывается, очень важно попасть в такие условия, где нет никаких людей на достаточно большом расстоянии. Я садилась и читала. И я не могла оторваться от этой книжки. То есть для меня это было как, вот, не знаю, любовный роман или детектив. То есть я читала это запоем. Это чтение захватывало меня. Я понимала все, что там написано, и я плакала. Ту истину, которую я там прочитала, я просто плакала. И я подумала, боже, какие мы дураки. В том числе я. И когда я вернулась в Омск, и тут со мной стали происходить уже дальнейшие чудеса. Мне владыки до этого говорили, что меня должны уволить с работы, но был в августе, но уже подходил к концу августа, 31 августа я вышла на работу, и 31 августа меня уволили. Но тогда это не было для меня трагедией, потому что я понимала, что вот эта работа, которую я должна сделать, она и есть главная работа. Она полностью меня захватывала, и я хотела поделиться с людьми вот, теми откровениями, которые пришли ко мне, когда я читала второй том «Тайной доктрины». И у меня была тогда уже рассылка Сириус и сайт Сириус. И у меня было примерно 100 человек подписчиков рассылки, и примерно столько же людей заходило на сайт. И я стала медитировать, и во время медитации мне приходили такие очень моменты, как бы они шли блоком, информация шла блоком, и я не понимала, что это диктовки. Я никак не могла понять, что я могу принимать диктовки. Но сразу же после того, когда я заканчивала медитацию, я не могла успокоиться, пока я не набирала этот текст на компьютере. И после этого я это должна была разослать сразу же. Это было основным условием. То есть владыки готовили меня к приему диктовок, и одним из условий было, я должна сразу же все рассылать. Поэтому я писала всего одну главку, и сразу же ее рассылала и устанавливала на сайт. Писала вторую главку, рассылала, устанавливала на сайт. Таким образом, книжки никакой не было, а она писалась сама как-то. Но хуже всего было то, что когда я приехала к себе домой в Омск, и я открыла второй том «Тайной доктрины» и начала его читать, и я перестала понимать. Я не понимала, что там написано. Для меня это была абракадабра абсолютно. И как можно писать о том, чего не понимаешь?
Тогда я нашла такое решение. Есть заброшенный парк на другом берегу реки Иртыш. Я туда уходила, там никого не было. Была вот такая же осень, где-то это был конец сентября и начало октября, и никого не было в этом парке. И я там садилась, и через некоторое время я вновь начинала понимать. Тогда я делала выборки, цитаты. Я помечала просто страницу и абзац, страницу и абзац. И когда я приходила домой, я это стыковала. У меня был электронный вариант тайной доктрины. Я это все стыковала. Потом я медитировала, и мне приходила вот эта последовательность. В какой последовательности вот этот материал устанавливать. И интересно то, что когда все то же самое я получала изнутри себя, я этому не верила. Но когда я все то же самое прочитала снаружи, я стала этому верить. Я очень боялась делать рассылку на эту тему, потому что как бы я знала, что большинство людей так не думает, как здесь написано. Но это было необходимое условие, в этом был элемент теста. Когда я выполнила то, что просили владыки, для меня открылась возможность дальнейшей работы. И если бы я тогда сказала, я не хочу больше этого ничего слышать, не было бы ни диктолог, и не было бы мантии посланника, и владыки бы никогда со мной не стали дальше работать. Поэтому вот эта книга, она является самой главной из всех книг, и она является ключевой книгой. Вы, если сможете себя пересилить и досидеть до конца семинара, потому что это на самом деле очень тяжело будет сделать. Я не знаю, как вы сможете. Но, может быть, потерпите. Но я надеюсь, что владыки что-то сделают, и наше сознание, наше коллективное сознание немножко поднимется, и мы сможем что-то понять, что-то ощутить на другом уровне. Знаете, «Тайная доктрина» была написана в 1888 году. Да, вот, в 1888 году, 122 года назад, все это было уже написано. И человечество не спешит менять свое сознание. Вот такова инертность мышления.